Мы презентуем книгу Алисы Ганиевой «Праздничная гора». Это уже вторая ее книга, которая стала достаточно популярной и уже вызвала очень много отзывов и критики, скажем так. Алиса начинала с критики, да, она литературный критик. И первая ее повесть «Салам тебе, Далгат», она была написана под псевдонимом Гула Хирачев. И на тот момент, когда этот рассказ получил престижную премию, да, дебют 2009 года, никто не знал, что на самом деле автором является вот такая молодая красивая девушка со сказочным именем Алиса. И вот уже на церемонии награждения узнали, что это на самом деле никакой не Гула Хирачев, а Алиса Ганиева. Вторая книжка — это уже не сборник. Если «Салам тебе, Далгат» — это был такое собрание разных небольших текстов, повестей, рассказов, просто очерков о Дагестане, то это уже роман с таким гипотетическим допущением. Кавказ как будто бы, по слухам, отделяется от России стеной. И вот персонажи, их там очень много, это такая полифония, вал из персонажей, они как-то начинают в этом всем стараться себя обрести. Это описание различных судеб, частных жизней, это игра с языком, тут диалоги ведутся, как и в первой книжке, на разном языке, в том числе на так называемом дагестанском сленге. Может быть, кто-то из вас знаком с этим явлением лингвистическим, очень любопытным. Здесь и небольшая пародия, такой фрагмент, пародия на социалистический роман соцреализма. И такая стилизация под волшебную сказку о таком утерянном кавказском горном селе с такими почти фольклорным укладом. На самом деле большая часть людей, которые так или иначе реагировали на мою книгу негативно, отрицательно, таких было очень много, особенно в Дагестане. Но в первую очередь людям не нравилось, что вот я взяла и на суд общероссийский, и не только общероссийский, потому что текст вот «Салам тебе, Далгат» переводился на некоторые европейские языки. Эта книжка выходит в Германии в этом году на немецком. Немцам действительно очень интересен Кавказ и вообще все, что у нас, как у нас живут люди. И вообще вот явление, феномен уникальной культуры. Любая самоценная культура, еще не задавленная глобализмом, вообще интересна в современном мире, потому что таких немного осталось. Мне очень приятно, что несмотря на все это, люди все-таки продолжают читать книги, говорить о них. Пусть они даже не читают книги, но говорят о книге. Вот сам факт существования окололитературной дискуссии, он очень важен, потому что споры о тексте часто перетекают в споры о каких-то важных процессах вокруг нас. В случае с Кавказом эти процессы очень серьезные, важные, и трудно избежать какой-то актуальности. Вот меня некоторые критики не то что упрекали, но вменяли мне в то, что я как-то гонюсь за такой конъюнктурной актуальностью. Ну, 2 или 3 критика так считали. На самом деле, когда пишешь о Дагестане, невозможно избежать каких-то острых тем, как бы ты ни хотел. Ты все равно будешь говорить о борьбе разных видов ислама, например, экстремистского и традиционного, или там, наоборот, какого-то еще третьей какой-то формы. И на каждом шагу ты напарываешься на эти острые углы и не можешь их избежать. Иначе это получается просто какая-нибудь сладкая история любви, совершенно лишенная каких-то примет, места и времени. И, к сожалению, вот многие авторы, может быть, кто-то из вас пишет или начинает писать, вот эта распространенная ошибка авторов, которые живут на Кавказе, они не хотят видеть, замечать, фиксировать то, что вокруг них происходит. И поэтому пишут на какие-то очень общие, размытые, абстрагированные темы, которые становятся таким скучным повторением общемировых сюжетов. Прошлой осенью, в 2012 году, вышла моя вторая книга в издательстве АСТ. Это уже роман, первый мой роман, и называется он «Праздничная гора». Повествует он о гипотетическом отделении Кавказа от России. Вот сценарий, который обсуждается сейчас
практически всеми, от либералов до националистов, от простых людей до каких-то вот философов и политиков. Но меня этот сценарий интересует в первую очередь как такой технический прием писательский, потому что от политики я далека и просто описываю жизнь, переосмысляя ее и пытаюсь внести какие-то новые смыслы, так чтобы каждый читатель понимал мой текст по-своему, по-новому и неоднозначно. И, в общем-то, роман не о политике, не о, собственно, об отделении даже, а о мелких судьбах многих людей. Я надеюсь, что эта книга будет интересна абсолютно всем, причем в том числе людям, которые не живут на Кавказе, никогда там не были, и которым просто интересно подумать о том, что происходит с маленькими уникальными культурами в современном мире, которые оказываются на пересечении разных видов глобализации, как западной глобализации, причем в таком дешевом и примитивном изводе, так и восточной глобализации в форме каких-то очень поверхностных форм ислама. Так что очень жду новых откликов от читателей, которые, к счастью, у меня всегда были активны, всегда активно писали письма, комментировали, не соглашались, многие меня критиковали, но критику я, будучи уже сама критиком, только приветствую.